У каждого человека есть два паттерна поведения. Первый паттерн – это потому что. Например, я съел суп, потому что был голоден. Это поведение считается реактивным, ибо, как видим, аргументация съедания супа объясняется реакцией на голод. Второй паттерн – для того, чтобы. Я съел суп для того, чтобы не умереть от голода. Данный подход считается проактивным. Давайте рассмотрим немного поподробнее различия этих двух подходов. Тут я приведу любимый мой пример, и вы сразу все поймете. Когда человек колет иголкой палец, он отдергивает руку, потому что ему больно. Это и есть поведение, потому что. Паттерн номер один – реактивный. Возьмем аналогичное воздействие иглы на палец, укол, когда человек собирается сделать анализ крови. В этом случае человек терпит и руку не отдергивает. Именно для того, чтобы сдать анализ и выяснить состояние своего здоровья. Это и есть паттерн номер два – проактивный. И для руководителей, соответственно, важно знать, по каким паттернам действуют его подчиненные. Это же справедливо, кстати, для родителей в отношении детей. Почему это важно? Да потому, что когда вы, являясь руководителем, видите причинно-следственную связь поступков ваших подчиненных или коллег, или вы как родитель, воспитывающий своего ребенка, видите, какие слова говорит ваш ребенок в оправдание своих неудач, вы можете четко понимать, что сотрудник или ребенок пытается найти выход из ситуации, потому что четко представляет для себя цель. Или говорит, так сказать, нелепые отмазки, потому что он не смог выполнить какую-то задачу или не достиг той либо иной цели, потому что у него была какая-то некая причина. А вот какие он предпринял шаги или действия для решения этой задачи, он вам не называет. В развитии дистрибуции FMCG товаров очень важно ставить для себя задачи по принципу для того, чтобы увеличить нумерическую дистрибуцию, для того, чтобы улучшить качественную дистрибуцию. Я сделал то-то или я сделал эдакое.